Постковидная потеря обоняния характерна примерно для 70% случаев инфицирования COVID-19. Она появляется раньше других симптомов и нередко сопровождается вкусовыми расстройствами. Казалось бы, отсутствие обоняния не должно мешать вести полноценную жизнь. Однако люди, столкнувшиеся с подобной проблемой, могут по-настоящему страдать. Сегодня мы поговорим о том, почему вследствие перенесенного коронавирусного заболевания пропадают обоняние и вкус, и как помочь своему организму поскорее вернуть эти чувства. Здравствуйте, мои хорошие! Запахи играют важную роль в жизни человека, так как обонятельная функция тесно связана с другими системами организма и способна влиять на температуру тела, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, тонус мышц и работу вестибулярного аппарата. Есть данные, что примерно у 30% людей, потерявших обоняние, наблюдаются симптомы депрессии. Запах играет важную роль при невербальном общении, помогая выбирать тех людей, с которыми нам проще общаться или сообщают важную информацию об эмоциональном состоянии партнера. Влияет на собственные эмоции, способен усиливать или ослаблять стресс, стимулировать важные воспоминания. А отсутствие обоняния чревато смертельно опасными происшествиями, например, пожаром, если человек не чувствует запаха газа и горелого. Она также может стать причиной проблем с пищеварением. Мало кто знает, что вкус наполовину зависит от обоняния. Нет обоняния, теряется 50% вкусовых ощущений. Между тем, именно вкус и запах еды дают сигнал организму готовиться к перевариванию пищи. Это значит, что при потере обоняния, или по-другому аносмии, может нарушаться выработка желудочного сока, начинаются гастриты, проблемы с желчевыводящими путями. Более того, неспособность правильно различать запахи может привести к банальному отравлению просроченными продуктами или вредными веществами. В свете вышесказанного, восстановление обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции становится краеугольным камнем современной медицины. Чаще всего аносмия развивается на 4-6 день от начала заболевания. При этом она имеет существенные отличия от обонятельной дисфункции, вызванной простудой или ОРВИ. При других вирусных поражениях респираторного тракта всегда закладывает нос. Появляется чихание, насморк, боль в горле, частичное изменение вкусовых ощущений, ломота в теле, озноб, повышение температуры до 38-39 градусов. При коронавирусе утрата обоняния бывает единственным симптомом. В более тяжелых случаях на фоне аносмии возникает заложенность носа и сухость слизистой дыхательных путей. Появляется сухой непродуктивный кашель, гипертермия до 39-40 градусов, искажение или полная потеря вкуса, слабость, головная боль, затрудненное дыхание. Какие же механизмы лежат в основе процессов потери обоняния и вкуса? К их пониманию медицинская наука пришла совсем недавно. Если сравнивать механизмы аносмии при коронавирусе и обычном ОРВИ, то во втором случае снижение обоняния происходит из-за отека и воспаления слизистой носа. Что касается коронавируса, то он напрямую поражает обонятельный тракт, веточки лицевого и языкоглоточного нервов. Причем, как оказалось, вирус затрагивает не сами нейроны, а окружающие их астроциты, клетки, которые поддерживают нейроны и помогают рецепторам, в частности обонятельным, восстанавливаться. Угнетение работы астроцитов напрямую нарушает процесс проникновения одоранта, молекул пахучего вещества, к самим нейронам. Возникает анемия нервных окончаний. Отсюда аносмия, полная потеря обоняния. Постепенно аносмия может развиться в паросмию, искажение обоняния, или даже фантосмию, обонятельные галлюцинации. Хотя и здесь есть свои плюсы. Появление неприятных запахов после полного отсутствия обоняния, как правило, является признаком того, что обоняние восстанавливается. А почему пропадает вкус? Это также напрямую связано с нарушением обоняния. Когда человек не воспринимает запахи, вся пища кажется ему безвкусной. Есть тест, наглядно подтверждающий это. Если во время еды закрыть глаза и нос, то вы можете не почувствовать разницы в блюдах.
Вкус у нас непосредственно связан с обонянием. Если нарушается восприятие запахов, то вкус тоже начинает страдать. Переболевшие COVID-19 пытаются на ощупь найти способы вернуть себе обоняние. Одни нюхают зерна кофе и листья мяты, другие промывают нос морской водой, третьи активно поедают лук и имбирь. Среди других средств, которыми наши соотечественники пытаются восстановить обоняние, были замечены ацетон, масло эвкалипта, капли для носа, нашатырь, молотый кофе, духи, витамины и аминокислоты. Так что же все-таки делать, чтобы ускорить возвращение обоняния? Если бы речь шла о воздействии вируса на сами обонятельные клетки, то можно было бы применить известные методы лечения – гормональные противовоспалительные препараты для улучшения нервной проводимости, питания клеток и так далее. Но в случае с новой коронавирусной инфекцией данный метод практически неэффективен. Начнем с того, что на быстроту восстановления обоняния часто влияют хронические заболевания, которые есть почти у каждого из нас. Железодефицитная анемия, недостаток витаминов групп D и B, пониженное содержание в крови общего белка. При всех данных состояниях невозможна полноценная работа обонятельного анализатора. А что делает коронавирус? Он как раз и истощает организм как по количеству полезных микроэлементов, так и по общему белку. Скорее всего, для того, чтобы как можно скорее возвратить себе обоняние и вкус, придется обратиться сразу к нескольким специалистам. Лор поможет в лечении периферийных причин искажения обоняния. Это, возможно, и ринит, и синусит, нафтизинозависимость и искривление перегородки носа. Невролог в лечении нарушений нейронных связей. А начать непосредственное восстановление утраченных чувств придется с развернутого анализа крови. Ну и, конечно, говоря о восстановлении обоняния, нельзя не сказать о методе, который в настоящий момент является основным. Это обонятельный тренинг, который основан на пластичности обоняния, способности нейронов обонятельной зоны к восстановлению. Данную процедуру применяют для реконструкции нейронной связи и активации обонятельных рецепторов. Ее предложили европейские терапевты весной нынешнего года. Согласно рекомендациям специалистов, каждый день нужно делать ингаляции на основе 3 масел – эвкалипта, гвоздики и базилика. Сама методика ингаляции заключается в попеременном вдыхании 3 различных запахов в течение 20 секунд каждый, не реже 2 раз в день. Вдыхаем, концентрируясь на особенностях каждого запаха. Вдох неглубокий. Вы должны словно бы принюхиваться мелкими легкими вдохами. Зачем необходимо принюхиваться во время занятий? Дело не только в количестве объема воздуха, проходящего через обонятельную зону, а еще в том, что обонятельные клубочки работают в такт ритму принюхивания. Так как фазы работы разных групп клубочков не совпадают, происходит более точная дифференцировка различных запахов. Само эфирное масло можно капнуть на ватный диск и поместить в небольшую баночку. Также для этой цели используются портативные ингаляторы. Но не перебарщивайте и не вдыхайте эфирные масла в чистом виде. В неразбавленном состоянии они способны обжечь слизистую носа. В принципе, вместо 3 озвученных выше масел можно использовать любые достаточно яркие и устойчивые запахи. Например, ментол, тимьян, жасмин, мандарин, розмарин, зеленый чай, бергамот, гортензию, розу, лимон, чайное дерево. Даже травы или специи с вашей кухни можно использовать для небольших тренировок. Главное, чтобы аромат оставался устойчивым длительное время. Однако для таких тренировок не подойдут средства, содержащие спирт, например, одеколон или нашатырь. Они воздействуют на организм не через обонятельный анализатор, а через тройничный нерв. То есть даже при аносмии люди могут почувствовать эффект нашатырного спирта и при этом думать, что к ним возвращается обоняние. А это ошибочное впечатление. К тому же глубокое вдыхание нашатыря опасно. Можно вызвать серьезный ожог слизистой и другие грозные последствия. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!